Всем привет, с вами снова MaxDay7, и на этот раз у нас будет достаточно длинный ролик, объясню почему. Потому что новостей за последнее время вышло очень много, и я не стал делать ролик отдельно на каждую новость, потому что в некоторых из них было слишком мало информации, в некоторых много и так далее. Итак, начнем с того, что вышло у нас уже 9 числа, и это, соответственно, дневники разработчиков, часть 5, в которой нам говорят, что нас ожидает в скором времени. Здесь, в принципе, у нас начинается с того, что будет делаться суммарно, да, то есть мы изменим там доску задач, добавим в видео, скажем так, задачи, потом самое, ну, на мой взгляд, важное из того, что происходит, это переработка системы электричества. Сейчас, как вы знаете, мы, заходя в RollerCoin, раз там в сколько-то дней, соответственно, должны просто-напросто нажимать кнопочку Recharge, и если вы 5 дней подряд ее не нажмете, то ваши майнера перестанут работать. А это не касается, соответственно, игр. Если же посмотреть на систему, которую они добавили тут, то там все гораздо интереснее, и, возможно, для новичков это какая-то еще дополнительная возможность, а для, скажем так, старичков, кто в проекте подольше, это, ну, наверное, чуть-чуть дополнительного геморроя. Но посмотрим, как это все будет реализовано. Чуть позже разберем это подробнее. Дальше у нас идет Marketplace Stabilization, то есть они все еще пытаются как-то стабилизировать маркет, чтобы его не кидало из одной стороны в другую. Пока что не очень хорошо получается, потому что каждый вышедший новый ивент, либо что-либо еще, о котором мы сегодня тоже поговорим, и также поговорим о том, как его легко закрывать и банят ли за это. Соответственно, все равно обрушает цены. Дальше, рефакторинг запчастей. Там у нас тоже есть небольшая информация, и, соответственно, посмотрим на 8 сезон. Итак, начинаем с того, что они говорят TaskVal, да, и, соответственно, добавляют просто несколько новых провайдеров, подключают, и на этом по факту все. То есть еще там говорится про то, что вот мы добавим видео в, соответственно, сами игры. То есть оно должно работать примерно по такому же принципу, как и реклама, которая вам показывается с правой стороны, но, мол, в конце, допустим, игры вам может предложить посмотреть видео, вы можете как скипнуть его, так и посмотреть. И если вы его посмотрите, то у вас либо, если вы проиграли именно в игре, да, но посмотрите видео, то мощность, которую вы заработали в GH, не пропадет вообще после просмотра видео, либо если вы победили и посмотрели видео, то вы, соответственно, получите больше как бы награды в Power. Сколько будет длиться ролик, неизвестно, и нужно, соответственно, посмотреть будет, стоит ли это того. Допустим, если мне за 10-секундный или даже, может быть, 20-30 секундный ролик будут предлагать X2 мощность постоянно от каждой игры, то с этой точки зрения это выгодно, так как играю я меньше, но при этом я получаю примерно тот же результат за примерно то же время. Так, дальше у нас, соответственно, идет изменение электрической системы, да, системы электричества. И вот что нам здесь говорят. Будет добавлена батарейка. То есть батарейка, да, которая будет непосредственно и заряжать вот этот у нас таймер, да, ну не таймер, а вот это электричество на 5 дней. Пока непонятно, будет ли эта батарейка заряжать сразу полный таймер электричества или каждый день нужно будет использовать одну, но что точно ясно, это то, что она будет продаваться только в Season Store, а это значит, что ее можно будет купить за RST. И как это повлияет, соответственно, на нас непосредственно, тех, кто играет, и на тех, кто, допустим, придет играть. Как вы знаете, RST сейчас нельзя по факту купить. Его можно заработать только на свой какой-то аккаунт. И зарабатывать его можно только квестами. Ну, либо, соответственно, майнить его. Но если посмотреть общую мощность того, кто что майнит, вот, пожалуйста, то RST это практически наименее популярное, что можно майнить. Меньше только в лайткоине, потому что там очень маленький блок ревард. Соответственно, что же это нам дает? А это значит то, что те, кто активно играют в игры, будут зарабатывать сейчас чуть больше, потому что у них будет возможность получить батарейки. И что-то мне подсказывает, что батарейки вполне возможно могут начать стоить чуть дороже, чем запчасти.
Но, опять же, это нужно еще будет посмотреть. В любом случае, теперь всем топам нужно будет либо играть в игры, либо же идти на маркет и выкупать батарейки. И если люди, которые собираются их продавать, не задемпят цену в ноль, да, а наоборот ее запампят, то, я думаю, батареечки будут стоить там, ну, все равно копейки, но не так, чтобы там 0, допустим, 0,1, да, или что-то такого плана. Так что это дополнительный вид заработка. При этом не ясно, сколько они будут стоить и прочее. Интересно, в этом плане да. Многие сказали, что им не нравится эта система, и в принципе я их понимаю с точки зрения того, что вам действительно придется сейчас заморачиваться еще и с электричеством что-то докупать. Но с другой стороны, я понимаю, что если вы там майните бакс в день или больше, то, ну, извините меня, вам там купить этих батареек, я сомневаюсь, что будет сложно. Дальше, блок Reward Increase. Это отдельная мемная тема. Если что, этот блок Reward, он уже поднят. То есть здесь говорилось, что он еще поднимется, но в понедельник, где-то 13 числа вроде бы, они уже подняли эти блок реварды. И да, действительно, док стал больше, биткоин, эфириум, они все стали больше. Но вот что меня смущает, если честно, то меня смущает непосредственно поднимание, вот видите, уже они апнуты. Поднимание таких вот монеточек, как TRX, и на самом деле все остальные точно так же поднимаются. То есть здесь показано, что ап до 60 TRX, но он и был 60. Также многие спрашивают, почему же это 25%? То есть откуда они берут 25%, если условно до начала этих апов, да, у нас биткоин, все прекрасно помнят, там был, допустим, 30, да? Типа 30 тысяч сатош был. Соответственно, 100% к концу, да, они обещали нам 4 раза повысить блок ревард. И, соответственно, за 4 раза по 25% у тебя выходит 100%. И должен был быть блок ревард 60 тысяч, соответственно, сатош. А у нас уже 75% подняли блок ревард. И как бы он стал только 37 500. То есть, почему это у них 75% считается? Отвечаю, без понятия. Это хомяки, и у них своя логика. Потому что 75% от, соответственно, 30 это явно не 37 500. Они это берут от 10 тысяч сатош. А почему они это берут от 10 тысяч, я реально без понятия. Так что, в конце концов, блок ревард в TRX, допустим, вообще не меняется, а блок ревард в том же биткоине вырастет в итоге к концу только на 33%, если брать адекватные цифры. И будет 40 тысяч составлять. Но, тем не менее, чем больше награда, тем больше мы получаем. Так, идем дальше. Дальше у нас импровинг и оптимизация игр. Следовательно, многие сейчас сталкиваются с такой проблемой, что на некоторых браузерах, допустим, тоже Interza.js, да, он просто-напросто перестает запускаться. Или когда он запускается, то у вас люди выходят, ну, реально очень долго. То есть, там, не знаю, время проходит, а у вас еще даже люди не вышли. Вот эти вот, которых надо пив-пив-пив делать. Соответственно, это фиксится в основном тем, что вы сменяете браузер. Потому что что-то в Chrome идет не так, и мне лично помог CC Cleaner, полная очистка, но не всем это помогает. Но те, кто переходит, допустим, там на Opera GX или еще что-то, им в основном это помогает. Так вот, они хотят от этого избавиться. Также есть такая проблема, что у меня, допустим, на телефоне именно вот этот таймер отсчета 1, 2, 3, как бы вам сказать, он у меня идет минуту. Ну, то есть, даже сама игра у меня запускается минуту. Поэтому хотят, соответственно, изменить вот оптимизацию игр и прочее. Также они хотят изменить именно процесс регистрации пользователя, да, как-то там они вроде бы и с ревкой хотят как-то это изменить. Вот интересно, как поменяется рефералка. Потому что сейчас есть проблемы. Если вы не знали, то когда вы регистрируете пользователя, вам нужно обязательно регистрировать его в режиме инкогнито. То есть Ctrl-Shift-N, и вот в таком, соответственно, режиме вы уже, внимание, переходите по реферальной ссылке Rollercoin, а также именно здесь, в инкогнито, вы должны открыть почту, на которую вам придет письмо. Потому что если вы в инкогнито перейдете по реферальной ссылке непосредственно, которую вам дали, да,
и после этого вы откроете почту в стандартном браузере, подтвердите это, и вас автоматически перекинет на сайт Rollercoin, то у вас очень много шансов того, что реферальная программа, да, для человека, который вас приглашал, она не засчитается. Поэтому на данный момент всегда нужно регистрироваться в инкогнито и почту открывать тоже в инкогнито. Тогда у вас будет 100% из 100 без всяких проблем засчитывать реферал. Если же этого не делать, ну, есть проблемы. Так вот, я так понимаю, они хотят каким-то образом решить. Посмотрим, что из этого будет. Дальше у нас Marketplace Stabilization, да, то есть, как я и говорил, пытаются агрессивных спекулянтов банить. Я, честно, не знаю, что такое агрессивные спекулянты, потому что, ну, звучит как мем. Это рынок, он живой, и, соответственно, если я хочу как-то на нем заработать, я придумываю себе какие-то стратегии, что я буду покупать, где я буду покупать, как я буду. Возможно, памп деталей, да, какой-то или еще что-то они считают агрессивным спекулянтством, но, честно говоря, не знаю. И, соответственно, рефакторинг запчастей. Они опять что-то собираются сделать с запчастями. Ну и также, я так понимаю, что топы пожаловались, говорили что-то типа: нам на один майнер, чтобы его улучшить, надо там 10 тысяч запчастей, а я могу купить всего 999, то есть мне надоело покупать по 999, дайте мне, пожалуйста, возможность больше купить запчастей. И теперь действительно после обновления в следующем, скорее всего, сезоне, а может быть и где-то под конец этого, выйдет обновление, где вы сможете покупать уже 999 тысяч, ну, 9999 запчастей за один раз. И еще там какой-то, скажем так, рефакторинг самих запчастей будет дальше. Следовательно, в 6-м сезоне, да, типа, они пытались уже как-то изменить систему, и они говорят, что мы знаем о проблеме того, что на данный момент у нас некоторые фиолетовые запчасти, из-за того, что их не было, стоят дороже, чем золотые, хотя золотые как бы дороже в крафте, но из-за того, что мы там в 6-м сезоне раздали кучу золотых там тех же самых вентиляторов тем, кто владел ивент-пассом, то, соответственно, золотые запчасти сейчас обесценились, и создалась ситуация, где синие запчасти стоят там дороже зеленых, дешевле зеленых, а, соответственно, золотые, да, легендарные запчасти стоят дешевле именно эпических, потому что два вот этих вида, соответственно, зеленые и эпические, их не было, и, соответственно, их есть дефицит. Они что-то планируют с этим сделать, чтобы это все привести к общему знаменателю, так сказать. Дальше у нас, соответственно, 7-й сезон скоро будет подходить к концу, да, и, соответственно, у нас есть апкоминг, следующий сезон, 8-й, и они что сделали? Они предложили назвать вам, ну, то есть пользователям, они предложили назвать следующий 8-й сезон самим пользователям. Для того, чтобы это сделать, нужно было заполнить вот эту вот форму. Следовательно, там люди некоторые заполняли ее и пришли к тому, что там какие-то сейчас автомобильные запчасти. Ну, короче, там есть уже список тех, кто поучаствовал, тех, кто понравился, и, соответственно, там список определенной какой-то темы. В принципе, прикольно. Они говорят: вау, круто, мы не ожидали, что в такие темы можно попробовать залезть, и как бы у нас много идей на их счет. Так, идем дальше. Наконец-то мы переходим к ивенту. То есть у нас только закончился ивент Киберренессанс, сразу начался бразильский карнавал. Этот ивент точно такой же по всем правилам, что и прошлый. То есть мы также получаем 1000 за трату РЛТ непосредственно, как это сказать, в магазинах. Ну, то есть это боксы, это просто магазин, это weekly офферы, это там трата РЛТ, допустим, при слиянии майнеров, при крафте и прочем. Потом мы получаем 500 за игры, и, соответственно, мы получаем еще 500, если мы используем, ну, маркет, да, то есть что-то покупаем на маркете. Я это уже закрыл, я закрыл это новыми боксами. Если кто-то еще не видел, можете зайти в лутбоксы и увидеть то, что на данный момент здесь уже у нас 3 бокса, то есть есть на 5, на 10 и на 25. Вчера даже уже люди скидывали, что вот по 250 много выбивали. Ну и, соответственно, я взял всю крипту, что у меня была на тот момент. Это вот у меня там TRX было на 26, по-моему, и эфира было еще остаток на 28. Я сделал себе буста X5 и 8, ну что-то в таком районе. Или X6, и просто начал абузить вот эти Luckily RLT кейсы. Спойлер, я ушел в минус на достаточно много.
То есть, смотрите, у меня, получается, было 226 изначально, а потом я, соответственно, плюс 28 и плюс 26, я помню точно цифру купил, то есть у меня было 280, да? И закончил я в итоге весь ивент за, там, не знаю, 25-30, может быть, кейсов вот таких вот. И у меня осталось 226, то есть минус 226. И получается, что я потратил там 54 условные РЛТ. Потом у меня, правда, закончилось место для майнеров, и я купил еще третью комнату, поэтому вот так вот. Так вот, что за хорошие новости? Ни для кого не секрет, что я несколько сезонов подряд делал именно абуз ивента через маркет, да? Как это выглядело? Мы выбирали майнер, примерно средний от цены доната, да? То есть вы там делаете буст себе x10, можно сделать x6, все зависит от того, просто сколько вы готовы потратить именно крипты, чтобы перевести в РЛТ для буста, и сколько вы готовы потерять при этом РЛТ. То есть, соответственно, вы находите себе любой майнер, который хотите продавать, там, допустим, он стоит, ну, где-нибудь 60, да? Делаете себе буст, идете сюда, смотрите, чтобы этот майнер там был не супер популярным, и выставляете его на продажу. Выставляете его на продажу буквально ниже, скажем так, рынка, да, вот если вы будете ставить на продажу, вы смотрите там рынок 0.0273, я показываю на деталях, так как мне лень снимать майнера. Выставляете его на продажу там буквально на 2-3 цента ниже, соответственно, самого рынка. И начинаете друг с другом его у себя покупать. То есть вы открываете две странички, обязательно, так вам будет удобнее. На одной страничке у вас, соответственно, будет sell, и здесь вот в майнерах вы будете стоять. А вторая страничка, которую вам нужно открыть, это страничка непосредственно с майнером, который вы найдете вот здесь. Вот, допустим, вы будете вот этим майнером перекидывать. И то есть вы заходите сюда и сидите на ней. И вот так вот между двумя страничками, вот так вот вы переключаетесь. То есть вы нажимаете buy, допустим, да. Вот как видите, только что можно было выгодно купить майнер там за 30 с чем-то, по-моему, стояло, а вот все за 40. Потерял прибыль. Так, и вы, соответственно, покупаете, продаете, покупаете, продаете, покупаете, продаете, покупаете, продаете. И так, пока у вас не закончится, соответственно, нужное количество опыта. Если мы возьмем майнер даже за 50, пускай РЛТ, вот, пожалуйста, у нас есть таблица со всеми наградами, которая тоже будет в описании и в закрепленном комментарии, я думаю. И нам нужно 4 миллиона опыта. Следовательно, мы заходим, и получается, за каждый потраченный РЛТ на маркете мы получаем 500. Каждый наш майнер будет, соответственно, стоить 50, да, когда мы будем его покупать. И тут выходит такая ситуация, что 500 мы умножаем на 10, так как у нас, допустим, буст x10, и умножаем на 50. Следовательно, за один круг перекидки вы получаете 250 тысяч опыта. 3000, ну, давайте 4 миллиона возьмем, чтобы там уже мелочь эту не брать, делим на 250 тысяч, и того вам понадобится 16 раз перекинуть майнер туда-сюда. Следовательно, после этого вы что делаете? Правильно, вы считаете комиссию, которую вы на это потратите. 16 раз вы купите по 50 РЛТ. Соответственно, 16 умножаем на 50 и получаем 800 РЛТ. Rollercoin с этого забирает 5%. Соответственно, это умножаем на 0.5. И получается, что вы потратите на весь абуз полностью всего ивента под бустом x10 40 РЛТ. Все еще меньше, чем, скажем так, потратил я. Вот, в принципе, и все. И почему это хорошая новость, почему я вам это рассказываю? Потому что я спросил такого админа, пользуясь там, условно, какими-то привилегиями контент-креатора, я прям очень усиленно написывал, 3 раза написывал, и спустя неделю мне ответили. Если коротко, в этом сообщении примерно такой посыл. Очень много моих подписчиков делают x10, а потом перепродают друг другу майнер на маркете. Соответственно, можно ли так делать? И также я написал, ведь они платят 5% комиссии, соответственно, Rollercoin, да, то есть она сгорает в пользу разработчиков. На что мне, соответственно, админ ответил, да, мы не будем банить за это, вы можете поделиться этой информацией. Соответственно, после моего сообщения, даже человек, который делает вот эти вот все таблицы, который никогда этого не делал, сразу же записал ролик, как он перекидывает с другом майнер, и, соответственно, раз это получило такую большую распространение и огласку, то теперь это можно делать официально, не боясь какого-либо бана аккаунта, либо чего-либо еще.
И, соответственно, раз мы не боимся бана, и раз это можно делать официально, то если это все-таки нельзя будет потом делать, да, то тут уже будет идти не волна баном, а тут уже будет идти типа стоп, ребята, ну то есть какой-то будет новый пост, означающий о том, что мы это все-таки запрещаем. Но что-то мне подсказывает, что такого не произойдет. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и, соответственно, обусьте ивент, как вам захочется. В принципе, наверное, это практически вся информация, которую я хотел сказать. Также, да, был еще Valentine's Day Treasure Hunt, соответственно, охота за сокровищами стандартная, на которую я делаю ролик, и нахожу вам все ответы за вас. Но, честно говоря, я ее как-то пропустил. Ну вот, да, буквально просто пропустил. Также у нас есть еще Super Bowl распродажи. Осталось всего 75 штук. Следовательно, если хотите, в принципе, майнер неплохой, как бы, но на маркете можно купить дешевле. У кого-то уже даже есть, по-моему, в этом качестве крутом. И последнее, что там из последних новостей было, это в игру скоро добавится самый супер крутой майнер. Потому что у нас остался вот земляной, по-моему, ветреный еще или какой-то нужен. То есть будет крафт-оффер, состоящий из 4 разных элементов, которые, соответственно, каждую неделю продавались. И сейчас из-за того, что там одного майнера накупили, я так понимаю, не сильно много, началась дикая охота за лава-майнерами, то есть их типа меньше всего, и поэтому они сейчас выросли, ну, очень дико в цене. Если хотите, можете посмотреть. И сам по себе майнер, он будет давать 8.4 pH. То есть это будет самый сильный майнер в игре, плюс 5%. И если кто-то скрафтит его в Unreal, то это будет первый майнер, который будет давать 1 EH и больше. Вот на этом и все. Я думаю, я сделал длинный ролик, но разобрал все буквально аспекты игры, которые нас ждут в ближайшее время и которыми я мог поделиться. Всем спасибо, всем пока. С вами был Max Die 7.